любая война рано или поздно заканчивается миром. И в России, которая прямо сейчас ведет полномасштабную войну против Украины, тоже не раз говорили про мир. До февраля 2022 года там заявляли, что не собираются ни на кого нападать. Свое обещание в Кремле не сдержали, но о мире говорить не перестали. Все именно так. Весь год оттуда говорят, что готовы прекратить войну. Но она не прекращается. Вместе с нашими партнерами, украинским 24 каналом, мы сейчас расскажем, почему так происходит и как заявления российских властей не соответствуют действительности. И напоминаем, что вы нам очень сильно поможете, если поставите нам лайк и подпишитесь. Спасибо. Больше года назад, когда полномасштабная война только началась, многие надеялись на то, что она завершится в короткие сроки во время переговоров. В конце февраля и в начале марта 2022 года представители Украины и России встречались несколько раз, специально для того, чтобы достигнуть мира. Но ничего не вышло. Все дело в том, как именно в Кремле видели этот процесс. В их понимании, чтобы война прекратилась, Украина должна была фактически сдаться и принять все требования, которые озвучивал Путин. Пока российская армия обстреливала украинские города, министр иностранных дел России Лавров рассказывал, как выглядит мир в понимании Кремля. Конечно, это демилитаризация, конечно, это нейтральный статус, конечно же, это денацификация. То, что Крым давно является российским, это факт, который обязан быть признан, и обязана быть признана независимость, провозглашенная Донецкой и Луганской народными республиками в границах соответствующих областей. Именно в таком ключе Россия выступала на переговорах год назад. И такая позиция, которая дословно повторяла требования Путина, ни к чему не привела, потому что для Украины это фактически означало капитуляцию и сдачу собственного суверенитета. В Министерстве иностранных дел Украины об этом прямо заявляли. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, але поки їх немає, ми будемо віддано, самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агрессии. Переговоры завершились ничем, а в начале апреля 2022 года начался новый этап, когда открылись следы многочисленных военных преступлений российской армии после ее отступления из-под Киева. Весь мир увидел последствия оккупации Бучи и других населенных пунктов. Массовые убийства мирных жителей, мародерство, похищение людей и пытки. Это привело к тому, что перспектива о чем-то договориться с Москвой стала слишком туманной, потому что там собственные военные преступления просто отрицают. К лету 2022 года в России изменили и свои условия для достижения мира. Там продолжали заявлять, что он возможен, но теперь требовали не только Донецкую, Луганскую области Украины и Крым. В июле Лавров утверждал, что теперь России нужно еще больше чужих территорий. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво. Впрочем, на кое-какие шаги в России все-таки соглашались. Например, тогда же, летом, в Турции подписали зерновые соглашения и разблокировали украинские порты для перевозок продовольствия и удобрений. Москва взяла на себя обязательство 22 июля, но уже 23 июля, то есть на следующий день, российские войска ракетами обстреляли Одесский порт. К тому времени переговоры о прекращении войны фактически уже не шли, хотя появлялась информация, что мирный договор могли бы заключить, если бы не Путин. В сентябре агентство Reuters со ссылкой на свои источники писало, что еще в начале вторжения замглавы администрации российского президента Дмитрий Казак якобы согласовал с украинской стороной мирный договор. Условием были гарантии не вступления Украины в НАТО, но Путину этого было мало. Видимо, тот уже с самого начала хотел захватить побольше чужой территории. 30 сентября в России на бумаге аннексировали часть территории Украины: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Правда, Москве удалось оккупировать далеко не все, на что она претендовала, а Херсон и вовсе пришлось бросить и отступить. О мире в Кремле говорить перестали.
Не имея возможности наступать и потерпев крупное поражение, российская армия переключилась на обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. Удивительно, но эти удары оправдывали тем, что якобы благодаря ним удастся добиться какого-то мира. Наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Путину, кажется, очень понравилась фраза про то, что войной он добивается мира, потому что ее же он повторил не один раз. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Буквально за 4 дня до этого заявления Путина российская армия ракетой Х-22 разрушила 2 подъезда жилого дома в Днепре и убила 46 человек. И это вряд ли можно назвать попыткой прекратить войну. Но несмотря на это, российские власти продолжали уверять, что на самом деле их интересует мир, и именно его они добиваются. Вы за мир, Сергеевич? Вы за мир? Я за мир однозначно. Лавров сказал это в феврале 23-го, когда многие ожидали какого-то крупного наступления армии России на востоке Украины. Однако его так и не случилось. Москва наступает слабо и, кажется, готовится к обороне. В Крыму роют окопы длиной в десятки километров. И на этом фоне, кажется, российские власти начинают говорить о мире по-другому. Пресс-секретарь Путина Песков недавно прямо заявил о том, что нужно России. Это территории, и захватывать их планируют военной силой. Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда это достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем. И это на самом деле очень важные слова, потому что цели России сейчас — это как минимум контроль над теми территориями, которые ей удалось захватить с 2014 года. И пока российская армия продолжает находиться на чужой земле, все разговоры о мире со стороны Кремля — это просто слова.